Привет! Сегодня у нас британский джентльмен с корейской пропиской. Снаружи граф из Лондона, внутри премиум дом на колесах, а под капотом гибрид, который как истинный джентльмен никуда не спешит. Но и с заправками у него исключительно редкие встречи, так что можно простить. И да, это максималка, и тут есть все, кроме дворецкого. Погнали! Я осознанно поставил Санта-Фе именно задней частью, чтобы вы все это обсуждали, потому что это самая обсуждаемая часть этого автомобиля. Кто-то говорит, что она хорошо получилась, и такое построение двери увеличивает багажное пространство, кому-то она вообще не нравится. В общем, пишите свое мнение в комментариях. Ну а я пока вам расскажу, что у нас сегодня за автомобиль. Hyundai Santa Fe, Calligraphy, максимальная комплектация, подключаемый полный привод, цена 48 800. И это максимально то, что вам может дать на сегодня Hyundai. Стартовая же цена будет 33 950. Конечно, все будет намного скромнее, но это все также будет Santa Fe. Как правило, обзоры начинают именно с экстерьера, как это все смотрится, как выглядит. Но я хочу начать с подкапотного пространства, чтобы все те, кто тешит себя мыслью о том, что под капотом этого автомобиля может быть какой-нибудь V8 на 500 сил, сразу выключали это видео и не тратили свое время. Под капотом здесь скрывается двигатель на 1,6 литра, турбированный, 4 цилиндра и плюс электромотор. Все вместе дает 231 лошадиную силу. Важно отметить, что это не тот гибрид, который можно заряжать от розетки. Здесь батарея заряжается за счет бензинового двигателя и рекуперации, которую, кстати, в эко-режиме можно настраивать. Есть 3 уровня. С такими показателями не стоит ожидать какой-то сумасшедшей динамики, и до 60 миль в час она разгоняется за 9 секунд. Можете добавить 1/10, и это будет разгон до 100 км в час. Но и расход при этом также очень небольшой. 6,9 литра на 100 километров в смешанном цикле или 34 мили на галлон. Гибридная версия компонуется 6-ступенчатым классическим автоматом. Очень хорошо. Второй вариант двигателя — это 2,5 литра на 277 лошадиных сил. Уже компонуется 8-ступенчатым роботом с 2 сцеплениями. Электронно управляемая муфта, что нам дает говорить право о том, что автомобиль полноприводный. Но я думаю, вы понимаете, что большую часть времени вы будете ездить просто на переднем приводе. И когда этот автомобиль решит, что вам нужен полный, тогда он и будет подключаться. С технической частью разобрались, и давайте перейдем к самому интересному, к экстерьеру. Посмотрим, как светит оптика. Габариты. Ближний, дальний, поворотник. Как светят фонари в Hyundai Santa Fe. Габариты, стоп-сигнал, поворотник. В Hyundai явно решили, что хватит сглаженных, скучных кроссоверов, и решили попробовать в брутальность. Если мы смотрим сбоку, то видим, как крыша немного уходит вниз. Задняя часть, которая нравится далеко не всем. Общая длина 4830, высота 1745 миллиметров, ширина автомобиля 1,9 и колесная база 2815 миллиметров. Что стоит отметить? Это вот такая ручка. Можно взяться, чтобы быстрее попасть к рейлингам, если у вас там какой-то груз есть. Бесключевой доступ на передние двери. Надо было ближе подойти к машине. Все, мы едем. В машине никого нет. Сейчас встану перед, увидит ли она нас. Я держу кнопку, но она остановилась на близком расстоянии достаточно. Теперь давайте попробуем поехать назад.
И все, мы точно так же на кнопке едем назад. Получается, если стоять далеко от автомобиля, она не работает. Нужно быть прямо близко к нему. Давайте еще раз я все заново сделаю, чтобы понять, правильно ли мы это все делаем или нет. Так, глушим, закрываем, заводим. И пробуем ехать вперед. И да, поехали. Нужно чуть ближе находиться к автомобилю. С ключа мы можем открыть багажник. В таком состоянии мы имеем 130 литров, но как только мы складываем задние сиденья, получается уже больше 600 литров. Также вот здесь мы можем нажать кнопки, которые складывают нам второй ряд сидений. И мы получаем ровный пол и больше 1700 литров. Третий ряд, естественно, детский. Я даже не буду поднимать его, чтобы туда залезть. На третьем ряду есть воздуховоды Type-C, 12-вольтовая розетка, подстаканники по 2 с каждой стороны, полноценная розетка Type-C. У пассажиров третьего ряда есть регулировка вентилятора, а вот у пассажиров второго ряда ничего такого нет. Панорама у нас разделена. Передняя часть, люк открывается. Здесь ничего не открывается, но хороший обзор. Угол посадки очень хороший, много места. Шторки механические, трехуровневые подогревы сидений, электростеклоподъемник, также подстаканники и внизу подстаканник, воздуховоды, электрорегулировки, но не всего. Вперед-назад регулировка механическая. Проем тоже получается широкий для посадки, чтобы вернуть все обратно. Мы закрываем, сиденье само опускается. Тут пластик не очень хороший, большая ниша. Есть возможность получить доступ к отсеку центрального тоннеля с этой стороны. Электрорегулировки переднего пассажирского кресла. USB Type-C прямо в сиденьях. Память сидений для 2 человек. Полностью электронные регулировки. Посмотрите, какая божественная таманка. Режим комфорт. Чтобы вы могли отдохнуть. Регулировки руля механические. 2 зарядки. Также есть порты USB. Управление климат-контролем. Смена режимов езды. Но это, я думаю, вам тоже знакомо. Очень на что-то похоже. 2 дисплея 12,3 дюйма. 4 режима езды. Эко, спорт, индивидуальный и снег. Садясь за руль, невольно задумываешься, не перепутал ли я с автомобилем из Туманного Альбиона. Дизайн руля явно навеян британскими мотивами, словно создан для покорения шотландских болот. Коробку передач перенесли под рулевую колонку. За счет поворота мы можем включать. И сбоку мы можем ставить на парковку. 2 бардачка, один маленький и второй побольше. Система работает хорошо, но у Hyundai всегда так было, ничего не глючит, не лагает.
Посмотрим камеры 3D обзора. Даже сейчас, когда уже достаточно темно, динамическая разметка, естественно, все видно хорошо. С этим у них никогда не было проблем. И вот такой обзор. Приятно выглядит анимация клавиш. Вот таким образом. Проекция. Она дублирует навигатор, показывает скорость приближения автомобилей сзади, помимо датчика слепых зон в зеркалах. Слева вы можете видеть такое белое пустое окошечко, и там идет считывание знаков. Так вот, оно кажется слишком маленьким. Если бы оно было чуть больше, не пришлось бы всматриваться, при том, что зрение у меня хорошее. Если ваш багажник загружен под завязку или ваши пассажиры внезапно решили устроить театр теней на заднем ряду, и у вас нет вот такого обзора, как сейчас, когда он хороший, вы можете включить камеру заднего вида. Нужно сразу понимать, что это не спорткар, и если вы начинаете закладывать виражи, то будьте готовы к какому-то крену. Если едете спокойно, то никаких проблем у вас не будет. Единственное замечание, которое я могу сделать, помимо проекции, про которую я говорил, это левое зеркало заднего вида, как будто хочется, чтобы оно было немного побольше, занимало чуть более большую площадь. Особых отличий в режимах езды не будет. Руль легкий, при парковке просто все шикарно, удобно, 3D обзор. Но на трассе руль наливается, становится более тяжелым. В целом обзорность у автомобиля хорошая, достаточно высокая посадка, такой вот среднеразмерный кроссовер. Очень, как вы можете видеть, тонкие стойки. Посмотрите, какой красивый закат у нас сегодня. Вваливать и жечь резину у вас на этом автомобиле в любом случае не получится. У него нет той мощности. Он не обладает достаточным потенциалом. При полной загрузке динамики на трассе, конечно, может не хватать, если мы говорим о гибриде. Адаптивный круиз-контроль и вообще все системы помощи водителю работают адекватно, но на Hyundai это уже давно, этим никого не удивить. У них всегда хорошие мультимедии, камеры, и все электронные помощники ведут себя адекватно. Боковая поддержка вас обхватывает, подушка сиденья достаточно длинная, и я думаю, на дальние расстояния будет удобно, комфортно и хорошо ехать. Хоть автомобиль и не для особых каких-то разгонов, я все равно замерю разгон до 100, чтобы у вас было какое-то представление об этом. В целом ощущения от автомобиля приятные. Я бы не сказал, что у него есть какие-то откровенно слабые места. Цена в 50 тысяч, это уже серьезно, там и конкуренты не дремлют. Но именно поэтому вы смотрите обзоры, тест-драйвы, сравнения, чтобы определить, что подходит именно вам. Спорт-режим. Поехали. $7,98. Неплохо. Это, те же 8 секунд до 100 км в час. Я думал, если честно, что будет медленнее. Мне казалось, порядка 9,5 секунд будет результат. 7,98. Давайте еще раз. 2,7, 30 миль. 7,81. Да, это очень хороший результат. Я думаю, закончить это видео на фоне такого прекрасного заката будет отличным решением. Новая Hyundai Santa Fe. Пишите свои комментарии, нравится вам или нет. Оставляю QR-коды и ссылки в описании на свой Instagram и Telegram.
Если хотите, подписывайтесь. Хочется похвалить Kia и Hyundai за их смелость в дизайнах. Давайте будем честными, чего-то такого спорного, что кому-то очень нравится, а кому-то очень не нравится, сейчас мало, если мы говорим про экстерьер автомобилей. А эти ребята стараются и пробуют сделать что-то, что они до этого еще не делали. Рынок в любом случае все порешает, но если вы за комфорт, технологии, вас устраивает цена на этот автомобиль, и вы не любите жечь резину, то я думаю, что он будет отличным решением, или как минимум он будет отличным вариантом для рассмотрения и для сравнения с конкурентами. Всем спасибо, всем пока, ухожу в закат, давайте, удачи вам!